Да, я смешная, да, я шучу тупо, но меня все знают, и я счастлива, то, что эти люди знают меня такой, какой я на самом деле есть. Ну, я встречаюсь с этим, а потом вот с этим. Ой, а теперь обсудим инстасамку. Нет, ну, в моей школе не было никакого развития, то есть я бы получила просто образование. Для меня самое главное — это музыка, так как все остальное — это то, что помогает развивать музыку. А как вообще музыканты могут учиться на дистанционном обучении? Я не понимаю тех людей, которые ориентируются на мнение других. Ты снималась в сериале с Михаилом Галустяном. Михаил Сергеевич великолепный человек. Он очень смешной, но в то же время он может так хорошо приструнить. Чутка. Своим родителям я ничего не рассказываю. Они понятия не имеют, что происходит в моей жизни. А ты считаешь, что ты оказалась в нужное время, в нужном месте? Вот если бы на годик пораньше, мне кажется, было вообще все круто. Типа, идите, вы все знаете куда. Я так не хочу. Оля Про. Каждый год в нашей стране снимаются сотни унылых ток-шоу на федеральных каналах, где работают молодые ребята. Но главная прожорливая машина, которая стоит за этим, это государство. Но за последний год блогеры и тиктокеры обошли в несколько раз по популярности и доходам ведущих нашей страны. И прямо сейчас я представляю вам певицу, актрису и блогера Александру Абрамейцеву. Это петличка, это Оля, это тоже Оля. Я постарее Оля, а это новая. Саша, привет! Ну расскажи, как у тебя вообще настроение? Нормально. Как утро? Утро бодрое, хорошее, яркое, прекрасное, улыбчивое. Какие еще можно прилагательные подобрать? Ну, расскажи, что у тебя вот в планах? Карьера, проекты, новое что-то ждать? Порадуй. Чем я могу порадовать? Да на самом деле это новые треки, но скорее всего в этом году уже не будет ничего, но планируется на 2021 год очень много всего, так как в этом году у нас прекрасный коронавирус, карантин и так далее. У меня должен был состояться в апреле сольный концерт 4 апреля, но, к сожалению, он не состоялся, и поэтому мы его перенесли на 2021 год, и, скорее всего, 4 апреля 2021 года состоится мой сольный концерт. Но это пока не точно. Так. Я не знаю. Ребята? Вот. Да, запоминайте. Поэтому запоминайте, возможно, следите за моими социальными сетями, и, возможно, все состоится. По поводу клипов, треков, я думаю, это все будет происходить во времени, будет потихоньку, там будем смотреть уже. Смотри, ты вообще многоразвитая личность, в разных сферах себя пробуешь, но сама для себя делаешь приоритет в чем? Ты кто? В первую очередь я артист. Выхожу в прямой эфир и залипаю, ты следишь за моим миром. Это для тебя самое главное? Да, для меня самое главное — это музыка, так как все остальное — это то, что помогает развивать музыку и развивает некую твою аудиторию, потому что без Инстаграма, без ТикТока, без своего сообщества ВКонтакте ты не получишь какого-то фидбэка на свои треки, потому что люди просто не узнают о твоем треке. Вот. И все остальное, как блогерство, тиктокерство, это, скорее всего, просто дополнительные какие-то сферы, которые помогают мне развиваться в музыке. Смотри, ну, я знаю, что у тебя плотный график, на самом деле, и ты каждый раз, я смотрю твои сторис, что-то у тебя интересное. Учеба в твоей жизни, она есть. Конечно. Я знаю, что ты в колледже. Расскажи про колледж. Я на данный момент нахожусь на 2-м курсе Академии джаза имени Игоря Бутмана. Игорь Бутман — это народный артист, саксофонист, вот. На 2-м курсе, значит, это вообще очень странно, потому что сейчас у нас дистанционное обучение, и, честно, я иногда просто забываю про эти пары, и у меня сразу в голове возникает такое, что а как вообще музыканты могут учиться на дистанционном обучении? Ну, я с тобой соглашусь. Это просто какой-то непонятный бред, скажем так, потому что, ну, это невозможно. Музыканту нужно живое общение с своим педагогом в первую очередь, и музыка, она плохо передается через Skype, Zoom и так далее. Поэтому я считаю, что это какая-то непонятная ситуация, возникшая в нашем колледже, но, надеюсь, в скором времени это все прекратится, потому что сказали, что до какого-то там 15 января, по-моему,
колледж дает какой-то толчок в будущем, он важен, потому что многие сейчас в твоем возрасте вообще никуда Уходят не идут. в ПТУ. Либо не идут вообще никуда. То есть что ты рассчитываешь получить, когда закончишь его? Просто почему я вообще ушла в колледж, потому что в моей школе не было никакого развития. То есть я бы получила просто образование. Никуда. Вот пошла бы там какой-то ближайший институт МИИТ. Ну, это там, не помню, что-то с железными дорогами связано. Вот. Но мне же это не нужно, и поэтому я пошла на среднее профобразование, чтобы в дальнейшем пойти в институт. То есть это либо ГИТИС, либо Гнессинка, либо еще там что-нибудь. И профобразование в колледже, оно нужно для тех, кто уже знает, чем он хочет заниматься. Если ты не знаешь, либо ты идешь в ПТУ какой-то обычный, там учишься, не знаю, на спортсмена, на педагога по физкультуре, либо же просто остаешься в школе до 11 класса, сдаешь ЕГЭ и поступаешь уже с мыслью о том, кем ты хочешь стать, там, юристом, менеджером или еще кем-то, вот поступаешь в институт. Но я не знаю, мне захотелось так, потому что я понимаю, чего я хочу, и я иду в то заведение, в котором мне помогут доразвивать свою некую профпригодность, и тогда я смогу легче поступить в институт. А расскажи про взаимоотношения с одноклассниками в школе. Вы дружили, тебя обижали? Давай, рассказывай. Нет, на самом деле... Нет, у меня были друзья в школе, я не могу сказать то, что я была вся такая, меня обижали, я такая была загнанная в угол. Нет, ничего подобного. Просто у меня были друзья, но было очень много завистников, потому что я с раннего детства этим занимаюсь, пою, я выпускаю клипы, музыку. И, конечно, были дети, которые завидовали, говорили, вот, у тебя ничего не получится, ты никогда ничего не достигнешь. Одноклассники. И так далее. Конечно. Вот. Я просто им детьми называю, потому что они до сих пор еще не выросли. Ну, некоторые, возможно. Я поняла для себя то, что те люди, которые сейчас остались в моем классе, то есть в 11-м, они сейчас как раз в этом году закончат, я понимаю то, что это люди, которые, ну, вообще не знают своего предназначения в жизни. И... Ну, я не знаю, я не понимаю тех людей, которые ориентируются на мнение других. Я не воспринимаю критику такую, которую дети получают в школе от своих сверстников, здраво. Это просто зависть, это ни о чем. Это если человек тебе говорит какие-то неприятные вещи, значит, он просто либо завидует, либо он не смог такого достичь и, скорее всего, не сможет. Конечно. Вот. Ну, я думаю, просто это все понимают, но некоторые не до конца это осознают и не хотят даже это осознавать. Вот. Но у меня были друзья, но, к сожалению, я сейчас из школы, я общаюсь максимум с 2 людьми, и все. С другими у меня прервалась связь. Слава богу. Я знаю, что у тебя было очень творческое, бурное детство и 100% много пропусков. Как с учителями? Они тебя принимали, ругали? Что вот насчет них? У меня было 2 классных руководителя, это до 5 класса, Царствие небесное. Ой, извините. Вот. Она всегда воспринимала мою творческую деятельность очень хорошо, потому что она видела, что я буду творческим человеком, что я буду петь, и она воспринимала вообще, ну, окей. Она звонила моей маме и говорила: Ирина, ну смотрите, у Саши там пропуски, вот, пусть она их запомнит, там скинет мне и там пришлет, неважно. Ну, вот. Он просто, главное, сделает. И все. А вот учительница, которая уже была с 5 по 9 класс, она меня иногда так прижимала к стеночке и говорила: Саша, типа, ну давай образуемся как-то и уже делай что-нибудь, потому что так нельзя. Вот. Я говорю: ну извините, если у меня есть и карьера, и учеба, и еще что-нибудь, я же не могу на все разорваться. Я делаю приоритеты, ставлю какие-то такие якоречки, что мне важнее, нежели, точнее, что мне важно сейчас. Ну, тебе удалось это совмещать? То есть ты училась хорошо? Да, я училась хорошо. На самом деле, я могу сказать то, что до 8 класса, с 5 по 8 я училась такое, переваливаясь, там 4, 5, 3. Вот. Но 9 класс, аттестат у меня хороший. У меня 3 4 всего, все остальные 5. Я сама не знаю, как так получилось, но как-то получилось. Да, как-то получилось. А расскажи про колледж. Нравится ли тебе там вообще? Я, когда поступала после 9 класса, я жутко боялась, потому что я хотела поступать в колледж при Гнессинке и вот эту Академию джаза. Я не поступила в колледж при Гнессинке, потому что там много людей, которые и так поступили уже заведомо до самого отбора. Вот. И я услышала как раз о своем колледже и поступила туда. У нас была
конкуренция еще больше, нежели в том. То есть при Гнесинке. У нас проводилось прослушивание. В прослушивании участвовало порядка 35 человек вот именно на эстрадно-джазовый вокал. У меня как раз специальность эстрадно-джазовый вокал. 35 человек отобрали 2, меня и вот моего одногруппника. Вау, ну это еще правда. есть платник. Блин, это очень круто, вот правда. Ну вот, а если смотреть колледж, который при Гнесинке, ГМУИДИ называется, там как раз сейчас Кирилл Скрипник учится, да, Волосевич, я просто не помню, какое у него имя, извините. Вот, там сейчас, как я поняла, 18 вокалистов на бюджете и на платном отделении еще столько же. То есть все разрываются и все не понимают вообще, что происходит, потому что очень много людей. Ну скажи, тебя в колледже узнают? Ну, конечно, когда я пришла, меня никто не знал, и я была этому просто счастлива. Думаю, слава богу, меня никто не знает. Без я лишнего внимания. Ребенок, да, никакого внимания. А потом уже, конечно, все начали смотреть, кто я, что я, почему я, что, как, где. Но у Вот. тебя хорошие отношения, да, с Ну, с некоторыми, одногруппниками? да, то есть с моими одногруппниками нормально, но мы особо не общаемся. У меня есть там 2 подруги, и вот как раз мой одногруппник, который вместе со мной поступил на отделение вокала. Я просто являюсь некой старостой группы, и поэтому мне приходится со всеми общаться, но я бы общалась и просто так, потому что эти люди мне импонируют, они такие же творческие, как и я, и почему бы как бы и нет. Расскажи про свой творческий путь, его зарождение. В самом начале, в каком возрасте ты начала и куда первым Года делом 3. пошла? Пела? Ну, я не пела, моя тетя купила мне фортепиано маленькое такое, и я вот так По ноткам. делала. Да, вот так, по ноткам. 1, 2, 3, 4. Вот. Но потом это как-то все приостановилось, и в классе, в каком я была? В классе 4 я пошла в музыкальную школу по классу гитары и одновременно пошла в такую академию, как Академия Яны Ятковской «Старс». Очень жалею, на самом деле, об этом времени, но это опыт в любом случае. Вот, и в 9 лет я начала петь. Моя первая песня вообще была Beatles «Yesterday». Я не знаю, знаешь, что такое песня? Знаю. Вот. Yesterday. Вот. Перепевала, да, Да, получается? конечно, перепевала. Я пришла на кастинг с этой песней, меня взяли, потом «Русалочка» всякая. Вот. Премии, не премии, вот это все. Но Дальше уже... да, и там по нарастающей пошло. Потом уже лейблы, первая музыкальная, «Жара» и так далее. Сейчас вот на Клевере мы выпускаемся. Но любой отрывок моей жизни был опытом, несмотря на то, плохое, на хорошее, неважно, это опыт. И я этому благодарна всем этим людям, которые как-то встретились на моем пути. Расскажи про Академию Яны Рудковской, потому что много звезд сделали подобные мероприятия, Академия Игоря Крутого также. Почему жалеешь? Я не могу, ну как, я сказала то, что я жалею, но жалеть можно о каких-то поступках, которые были совершены в мой адрес, но... Что тебя там не устроило? Мне правда очень интересно, потому что я тоже хотела туда пойти. Она закрылась, поэтому уже не пойдешь. Ну, когда мне было 10 лет, я реально смотрела. Ну, как сказать, все эти академии, они аналогичны. То есть это просто деньги. Деньги. Ну, то есть и никакого творчества, по факту. Да нет, творчество было, конечно, там танцы, вокал, постановки, спектакли, концерты. Это было классно, то есть это творческая атмосфера. Я танцевала и пела вместе с Юлей Савичевой и Алсу когда-то на сцене Крокус Сити Холл, потом уже одна выступала со своими песнями. Ну, это, конечно, круче для тебя, я уверена. Но с чего-то всегда нужно начинать. Смотри, я знаю, что ты обучалась в Англии. Расскажи про этот опыт. Вообще в Англию я езжу, скорее всего, с очень раннего детства, можно так сказать, потому что мой папа жил там 2 года и работал в Макдональдсе. Обожаю эту историю рассказывать, потому что папа сам этой историей, по-моему, гордится, я не знаю. Но мне очень приятно это слышать, потому что мой отец работал в Макдональдсе и жил 2 года в Англии. То есть, ну это странно. А он русский? Он Конечно. русский? Да, он из России, скажем так, вот, и гражданин Российской Федерации. Вот.
И я не знаю, и, скорее всего, поэтому у него было много командировок, и мы с мамой вместе с ним ездили, и поэтому я полюбила эту страну. Вообще Великобритания, я считаю, что это великолепная страна, в которой можно найти себя. То есть, если ты хочешь быть панком, если ты хочешь быть рокером, если ты хочешь бизнес-вумен быть, это тебе туда. И все, конечно, бредят Америкой, но я бы предпочла жить в Англии. Ну, а если Россия или Англия, где бы тебе было бы комфортнее? Ты планируешь туда переезжать? Возможно, пока не знаю, пока вообще ничего сказать не могу, потому что вот пока нужно хотя бы до 18 лет дожить, и там все будет. Смотри, ты снималась в сериале с Михаилом Галустяном. Это на самом деле очень круто. Расскажи, как попала и просто как тебе Миша? Ой, Михаил Сергеевич великолепный человек. Он очень смешной, но в то же время он может так хорошо приструнить чутка. Вот. Ну, он серьезный человек. Ну, за дело, наверное. Ну, не то, что за дело. Я сейчас расскажу. Вообще, я попала в этот сериал с 3-го раза. Изначально, ты участвовала в кастинге? Да, в 3 раза я проходила кастинг. Первый раз это вообще был просто пробный, непонятный. На пилот хотели меня взять. Пилотная версия этого сериала, но не взяли, там другая девочка была. Потом 2-й раз кастинг я проходила, там вообще был другой главный герой, и по-другому вообще назывался сериал. И вот 3-й раз я проходила, и уже как раз было «Миша портит все» вместе с Михаилом Сергеевичем. И я прошла. Для меня это был шок. Моя мама там просто орала и прыгала до потолка. Она была счастлива. И... Больше тебя, наверное. Да, скорее всего, больше меня. Но как это обычно бывает, мама всегда выглядит счастливее, чем я. Вот. И как все вообще происходило безумно классно, круто. Я рада этому опыту, потому что познакомиться с Михаилом Сергеевичем было классно. Так как мы часто пересекались с ним на разных мероприятиях, я ему показала селфи все, которые я с ним делала. И он такой типа... Что? Мы видели так много. Вот, но он на самом деле посмеялся, и мы тоже все вместе посмеялись. Я познакомилась с замечательными людьми, с режиссерами, с нашими актерами, и я безумно благодарна этим знакомствам. Но на первой смене, когда я вот вошла в кадр вместе со всеми актерами и познакомилась со всеми режиссерами, у меня поехала крыша. Я не могла запомнить текст. То есть текст был школьный, потому что мы снимали в школе, и мне просто надо было перечислить, там было что-то наподобие Стив Джобс и так далее, вот, надо было просто перечислить каких-то знаменитых людей, и которые вошли в историю, а я просто не могла запомнить их имена. И ко мне Миша такой подходит и говорит: соберись или полетишь с этого проекта. Я такая... И ты собралась, как я поняла. Ну да, я так собралась, конечно, там дублей 20 было, но я помню, как тоже наш режиссер орал на меня, я такая: пожалуйста, подождите. Сколько тебе лет тогда было? 16. Ну, это вот как, я, наверное, переживала. Да нет, это же не первая моя работа в кино. Ну, когда Михаил Галустян тебе говорит: вылезешь с проекта. Да нет, ничего подобного. Или тебя это, наоборот, замотивировало дальше? Да, я просто работать? понимала то, что, конечно, я не уйду с проекта, потому что придется новые искать, и придется все переснимать, а они так делать не будут. Но в любом случае было страшно опозориться. Я не люблю, когда у меня есть шанс на то, чтобы показать себя с плохой стороны. Надо всегда выглядеть хорошо, лучше надо всех. Всегда шикарно все сказать с первого раза. Моя мама тоже на меня поднаехала. Вот, но я думаю, что все хорошо сложилось же. Вот сейчас снимают 2-й сезон, но нас там нет. Ну, Семью, к сожалению, убрали. Теперь там новые герои. Ну, я уверена, что тебя обязательно пригласят дальше, и дальше в любом мы случае уже только снимались больше. в одной серии этого сезона. Вот. А расскажи про взаимоотношения с родителями. Какие они? Поддерживают они тебя, помогают на творческом пути? Изначально, ну да, моя мама всегда меня поддерживала, она хотела, чтобы я была творческим человеком, потому что у нее там когда-то с творчеством не получилось, но она в душе действительно творческий человек, она любит петь, и я уважаю ее всем сердцем и люблю. А папа с самого начала не поддерживал. Он хотел, чтобы я учила китайский, чтобы я там учила английский, была вообще каким-то... Полиглотом? Полиглотом, да-да-да. Вот, и ездила в Англию почаще, училась, вот, чтобы я стала каким-то предпринимателем, может быть, так, бизнес-вумен. Но потом поняла то, что, ну, не лежит компромисс у меня... нашли. Да, ну, то есть не лежит у меня душа к бизнесу, хоть
Хоть, возможно, я хочу иметь свой бизнес, но с математикой такой себе. Вот. Но в конечном итоге он Ну, ты живешь с поддерживает. родителями сейчас, да? Сейчас да, но планирую в ближайшее время не переезжать, обустраивая свое гнездышко. Да, я, кстати, видела в сторис, что ты ремонт, ты хочешь жить одна в квартире. Готовишься? На Готовлюсь. каком стадии? Стадия пока, ну, где-то 30% из того, что я хочу сделать. Ну, наверное, через год уже. Да не через год, скорее всего, месяца 4. Ну все, я тебе желаю, чтобы... Я не знаю, мои друзья говорят: Саш, что ты врешь? Ты же безумно хочешь переехать. Что ты говоришь? Ну, я, конечно, люблю родителей. Ничего подобного. Ты хочешь просто поскорее переехать. Я говорю: да сложно все это. Ну, Потому это что новый родителей шаг. бросать очень сложно в плане того, что я не понимаю, как они себя поведут. Вот мама, все которая, привыкли. которая мама сидит с собачкой дома, она сейчас тоже на дистанционной работе, она не может в офис ходить, и она целыми днями сидит дома с собачкой. Я вот думаю, ну вот я уеду, я вот перееду, папа тоже там вечно на работе, и она одна будет сидеть дома. Ну, ты Мне к ней будешь становится приезжать грустно от этого, и, в гости. ну, не знаю. Скорее всего, тут больше моральная какая-то нагрузка, нежели физическая. Поэтому посмотрим. Но я надеюсь, что в скором времени. Ну, пусть этот шаг будет правильный и Да. по зову Да, сердца. в любом случае. Папа вообще хочет, чтобы я уже поскорее съехала. Почему? Вот. Он хочет мою комнату заиметь. Вот. Ну, ты, наверное, еще потому что поздно возвращаешься со съемок, с проектов. Да нет. Не Нормально позднее его слежим? точно. Он поздно Вот приходит. скажи, ты сейчас своей жизнью довольна? Все реализовала то, что Нет. планировала? Нет, только первые шажки. До того, что я хочу, еще очень далеко. Ну, какая твоя самая вот заветная цель, которую планируешь осуществить в этой жизни? Миссия? Вот. Хочется сказать: хочу быть как Оля Бузова, только лучше. Да нет, на самом деле цели ставятся по ходу дела. То есть я не могу сказать, что у меня есть какая-то вот такая мечта, к которой я вот иду и буду идти всю свою жизнь, ничего подобного. Цели выстраиваются там на год, на ближайший год, на полгода. Но все потихоньку, все по чуть-чуть, и я надеюсь, что в будущем я буду блистать на большой сцене, буду собирать Ну, олимпийские. артист все-таки, да? Конечно, артист. Нет, возможно, параллельно я открою какой-то свой бизнес, но и то я не уверена. Я не знаю. Ну, надеюсь, что с музыкой все получится. Я на это очень рассчитываю. Я тебе в любом случае желаю только успехов. Спасибо. Только вперед. Да. Будем Смотри, стараться. наверняка на протяжении твоего творческого пути тебе кто-то помогал, продюсер, грамотный какой-то лейбл, человек. Вот расскажи, как с этим дела, потому что ты в шоу-бизнес тусовке, ты со всеми везде. Ну, да, я со многими людьми знакома, но вообще изначально это первые шаги в этом шоу-бизнесе мы познали в Академии Stars. Нет, там были хорошие люди, которые тоже что-то знали, какой-то опыт нам предоставили. Но в основном мы все узнали, разузнали. Вот у меня был первый лейбл, первое музыкальное издательство. Там сейчас Зиверт. Да, Зиверт у Не жалеешь, менеджера, которая что была... ушла? Ну, я не знаю, жалею, не жалею, просто такая неприятная ситуация получилась, там, поссорилась я со своим же менеджером, вот, но это не получается, важно. продюсер Зиверт, бывшие твои продюсеры? Ну, можно и так Вы вместе сказать. работали? Да. Ирена, которая сейчас является музыкальным продюсером Юли Зиверт, она была и моим продюсером. Мы вместе выступали с Юлей когда-то там очень давно, и, может быть, 2.5 года назад. Ну, она тогда только-только вот прям Да, начинала. мы вот сидели, думали, как мы будем развиваться. У нее еще был тогда трек «Анестезия». Анестезия, в ней кубики льда. Твоя эйфория наполняет меня. Я обожаю эту песню, если честно. Она единственная, которая мне нравится, но, извините, но мы тогда сидели, рассуждали, что вообще мы будем делать дальше. И вместе записывались. У меня есть песня «Атомы», которая была совместно со всеми написана. Мы вместе ее сидели, писали. Вот. Мы на атомы, вдыхая любовь, как сладкий дым. Ее записывал как раз человек, который сейчас пишет Юле песни. Вот. Но, скорее всего, весь опыт в шоу-бизнесе мы получили от первого музыкального издательства, и я безумно благодарна этим людям. А как ты туда попала? Честно, я не знаю, потому что это больше вопрос к моей маме.
Но я так поняла то, что они искали молодых артистов, и так получилось, что моя мама просто успела то ли подать заявку, то ли она где-то познакомилась, вот. Я, честно, я даже не знаю эту историю, и, может быть, даже я не помню ее. Но мне мама пришла, сказала: теперь ты артист Первого музыкального издательства. Какая твоя реакция была? Я говорю: ну, классно. Круто. А расскажи, вот в Зиверт вы, получается, вот она только-только начинала. Вы сейчас Нет, она пела давно, на самом деле, ну, до она нашего знакомства. стрельнула прям вот буквально 2 года назад с Там песней «Лайф». просто хороший промо-план был. И я, на самом деле, Ты была с ней счастлива за нее, потому что она хотела этого, и у нее это получилось. Ты сейчас с ней поддерживаешь контакт? Нет, мы с ней не общаемся. А для тебя она изменилась? Вот Юля Зиверт 2 года назад и сейчас? Конечно, люди с приходом какой-то либо успешности, я не буду говорить славы, потому что я не могу назвать это славой, но успешность присутствует, у нее теперь есть контракт, у нее есть музыка, у нее есть аудитория. Как бы люди меняются, когда это все приходит в любом случае. Ну, именно в плане характера. Конечно. Лучше или... Да я не знаю, если бы я сейчас с ней общалась, я бы могла сказать. Но просто если смотреть вот так вот в телефоне, как оно там выглядит, да, изменилось. Более такую, ну, Ольга Бузова на подъеме. Ну, профессионально она себя подает на сцене. Ну, конечно, профессионально. Саш, расскажи, вот у тебя на самом деле насыщенная жизнь, что тебя может расстроить и испортить тебе настроение? Вранье. Ненавижу. Терпеть не могу. Ну, Самое отвратительное — это вранье в моей жизни. у тебя вообще много близких людей, вот не считая родителей, кому ты можешь полностью довериться и рассказать о том, что у тебя вот на душе? Ну, таких где-то 5 человек максимум. Они как? Они из шоу-бизнеса? Нет, они просто мои друзья, то есть это со школы, либо Давние. из колледжа, да. Но такие люди, которые со мной всегда часто, ну, каждый день пересекаются, мы с ними каждый день видимся, и это вот как раз те самые близкие люди. И по сути своим родителям я ничего не рассказываю, они понятия не имеют, что происходит в моей жизни. Потому что, ну, я не хочу в первую очередь нагружать их какой-то информацией, которая, ну, нафиг не нужна, серьезно. И я понимаю то, что, ну, родители родителями, они должны знать все красивое, все хорошее, а плохое пусть останется у меня там где-то за спиной и в шкафу, вот. Поэтому родители, да, это мои родители, но они не самые близкие мне друзья, если так можно назвать. Ну, а ты чувствительный человек, тебя вот можно задеть каким-то словом, или ты терпеливая больше и стойкая, эмоции на публику не показываешь? Я могу даже себя назвать агрессивным человеком, то есть если мне что-то не нравится, я проявлю агрессию. То есть не в плане там тумаков каких-то надавать, нет, ну, просто дашь агрессия. понять, что так с тобой да, нельзя. Ну, так нельзя просто, да, потому что, ну, я не знаю, я эмоциональный человек, можно так сказать. Я могу в любой момент просто сесть и заплакать, могу просто наорать на кого-то, и это будет нормально. Близкие мне люди это знают, но иногда для тех людей, которые со мной недавно знакомы, это вообще какой-то нонсенс, открытие, непонятие, вот. Но, да, я достаточно агрессивный и эмоциональный человек. То есть агрессия во мне преобладает, к сожалению. Этим летом ты была в ТикТок-доме Freedom. Мне, правда, интересно узнать, как попала, что там происходило, почему ушла. Все от начала и до конца. До конца. Жду. Ой, какая длинная история. Да нет, на самом деле история вообще короткая. 100%. Значит, Freedom на тот момент открывшийся, скорее всего, месяц прошел. Да, они открылись в мае, и где-то в июне, в серединке июня я к ним приехала, у них был день открытых дверей. Там как раз был Саша Хеннесси, кто там еще приехал, не помню. Я приехала, посмотрела, думаю, ну ладно, там знакомые люди, со всеми познакомилась, потому что с Димой Козловым я знакома уже 1.5 года, когда он еще со своей бывшей девушкой встречался. И с ней я тоже общаюсь, вот, познакомилась с другими ребятами, вот, и на самом деле я была как бы в такой инициативе того, что вот я хочу, давайте, ну, переговорим, посмотрим, какие есть варианты того, чтобы я пришла в дом. Я поговорила с менеджером, и он мне говорит то, что, ну, Сань, ну, хочешь, давай, заезжай, типа 2 июля я как раз заехала в дом, и просто началась какая-то, ничего не началось. Ну, то есть просто все вставали такие, ну сняли ТикТок, ну, все. И вот так целыми перспективы днями. ты не видела, наверное? Ну, я не видела перспективы, потому что, ну, ничего не происходит.
Ну, вообще ничего. Я от этого дома, честно говоря, ничего не получила. Кроме того, что люди, которые в нем были, я безумно благодарна, что я познакомилась с Катюшей, моей шкурой, я вообще ее люблю всем сердцем. Даша, вообще все участники этого дома мне близки, я всех их знаю и рада то, что я с ними знакома. Это единственный, скорее всего, плюс, который я получила из этого дома. Но вы продолжаете сейчас общение вот с участниками? Да, Катя, Дима, Антонио, Даня иногда, вот. Ну, Аким, точнее, да, Аким с Никой, мы с ними общались, если где-то мы пересекаемся, мы здороваемся, ну, так особо часто не общаемся. Амир, я вообще не знаю, где он. Я не знаю, что с ним происходит, честное слово, но у меня до сих пор в багажнике машины катается его портрет из комнаты. Так, на всякий случай. Просто. Ладно. Расскажи вот про Егора Шипа. Буквально год назад вас в Ютубе все шиперили, считали парой. Было ли между что-то? Я не буду отвечать на этот вопрос. Это такой вопрос, который я нигде на него не отвечаю, потому что я не считаю правильным отвечать на этот вопрос. Это все, что должно все, что личное, остается личным. Каждый может думать, что хочет, вот серьезно. Но ну, ты что как было, к нему относишься? Я отношусь к нему очень хорошо. Я его безумно люблю и уважаю, потому что он добился многого. Я смотрела на него, когда он был только на нуле, потом вот так потихонечку, 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 и вот уже звездочка сияет. И я, честно, я безумно рада за него, и я счастлива, что у него все так сложилось. Ну, вы сейчас продолжаете общаться? Мы с ним общались последний раз на карантине, вот, который был в апреле, в мае, все, и больше мы особо не общались. Ну, а как ты попала, вот, допустим, в тусовку их? Декстер? Мы с Новиковым были давно знакомы, потому что вместе работали на «Карусель». И Саша как раз начинал свой канал, или тогда был на серединке, вот, и мы снимали видео, и там Егору нужна была девочка, чтобы макияж наносить, вот, потому что у Саши тогда девушка была, Паше Дворецкому, там тоже Марго девочка была, тоже блогерша, тиктокерша, и меня просто позвали, потому что я как бы хорошая. Я просто хорошая, и вот и меня позвали. Вот так и получилось, что мы все познакомились, и с того момента мы очень хорошо общались, потом было летом Европа Плюс, мы вместе тусили, съемки какие-то были. Вот. Дальше все. Да. Вот с Сашей Новиковым, у вас сейчас тоже какие-то слухи, какое-то слухи, видео в его инстаграме? Как прокомментируешь? Ты его 100% видела? Да, я знаю, конечно, он же меня отметил. Хоть что-то. Да нет. Мы с Саней друзья. Мы очень хорошие друзья, и я рада, что этот человек присутствует в моей жизни, потому что, ну, он веселый, он классный, он отзывчивый, добрый. Ну, я его уважаю как человека, как вообще, как актера, потому что в первую очередь он актер, и классно. Он очень крутой человек, и я думаю, все, кто с ним знаком, скажут то же самое. А вообще из тиктокеров, блогеров, мальчиков, с кем сейчас поддерживаешь связь? Общаешься? Видишься? Да ни с кем. На самом деле сейчас прям, я не знаю, что со мной происходит, я особо ни с кем вообще... Ты в себе? Ну, я не то, что в себе, я готова, я открыта к общению, но я особо ни с кем там не переписываюсь, не разговариваю, особо не вижусь. Ну, а вот сердце твое свободно? Да, свободно. Все, ответ на главный вопрос у меня уже есть. Свободно, свободно. Расскажи, вот раньше чуть-чуть по стилю твои песни отличались. Сейчас это больше такой под тиктоковские песни. Ну, это взросление, этапы. Сама как вот думаешь, такой небольшой переход, чем обусловлен? Обусловлен взрослением, потому что песня, которую я пела, там самая первая моя песня, типа «Саша, Саша, Саша, и в моей душе». Ярко светит солнце, и пора уже за руку с тобой в облака летать, а потом всю ночь об этом вспоминать. Ну, это же детская песенка, правда, ее до сих пор слушают, я этому и удивляюсь, то есть странно, мои старые песни до сих пор слушаются, это очень круто. Но почему переходим к другому стилю, то есть это больше R&B, хип-хоп, потому что мне эта культура ближе, нежели поп какой-то, но поп это приблизительно, что и хип-хоп.
Ну да. Там одно и то же. Вообще просто в Америке это называют поп. Это все, что можно. То есть это там Ариана Гранде до Пост Мелона, который читает там про любовь и так далее. Это, скорее всего, взросление. И я не знаю, я хочу делать крутую музыку, нежели для ТикТока. Ну, то есть... Приоритет другой. Да, приоритет другой. То есть я не хочу вот это вот... Я в ТикТоке, смотрите меня. Белые кроссовки, я в его толстовке. Сегодня мы в ТикТоке попадаем в рек. Нет, я хочу хорошую музыку, потому что я выросла на хорошей музыке. Я не хочу вот эту вот попсу писать, которую сейчас большинство пытается записать. Мне это не нравится. Ну, лично я такое не слушаю. Я хочу делать классную, крутую музыку, которую будут врубать в машинах и ехать по Москве с открытыми окнами. Ты ведешься на картинку, я та девочка на ней. Но я не знаю, то есть я хочу хорошую музыку делать. А вот И скажи, я стараюсь. тебе комфортнее вообще в жизни в коллективе или больше сама по себе? Потому что даже вот брать тот же самый Freedom, там все-таки команда. Где себя Там не было ощущаешь? команды. Ну, там много человек задействованы. Но там не было команды. Да нет, на самом деле я такой человек, который может подстроиться подо все. Я могу работать и одна, и в какой-то большом коллективе, и... Ну, тебе было комфортно во Freedom, когда ты там была? Да. Я просто частенько так уезжала, приезжала. Вот. Ты не хайпишь и не скандалишь, от тебя не найти в интернете, вот я прям смотрела, ну ничего. Это специально или просто так получается, тебя не выводят на агрессию? Или ты не видишь в этом смысла? Я не вижу в этом смысла. Вообще никакого. Вот этот хайп, который... Ну, я встречаюсь с этим, а потом вот с этим. Ой, а теперь обсудим инстасамку. Нет, Ну, мое лицо всегда вот такое, когда я вижу такой скандал, типа, ну что? Зачем? Почему? Нет, я понимаю, зачем, но смысл этого всего, чтобы репутация испортилась. Мне не нужна плохая репутация, я хочу хорошую, и я лучше проявлю агрессию на ближайшего мне человека, там, на менеджера, например, чем буду это все выливать в истории на всех этих детей, которые меня смотрят, и даже взрослых людей, которые на меня подписаны. Я не хочу это передавать, я хочу показывать счастье, доброту, любовь, я не хочу вот это вот, знаете, типа, идите вы все знаете куда, я так не хочу. Ну, то есть для тебя путь развития таким образом неприемлем? Да, он неприемлем для меня, потому что я не считаю это правильным. А вот скажи, какая ты настоящая? Потому что ты сейчас сказала, что в сторис ты все-таки стараешься больше позитив, счастье. Ну, понятно, что у тебя есть плохое настроение. Нет, конечно, негатив присутствует у каждого в нашей жизни, но я стараюсь не показывать этот негатив. Да, иногда я могу пустить слезу, и это знает вся моя аудитория, я даже это показывала. И когда я рассказывала про Freedom, почему я вообще оттуда ушла, я тоже плакала. Но это слезы не такого горя, прям печали, утраты какой-то. Это просто слезы, потому что, ну, может быть, счастье, слезы счастья, либо такого... Освобождение. Да, освобождение от чего-либо. Я эмоциональный человек, но я стараюсь свои эмоции немножко прорядить и пустить те эмоции, которые позитивные. То есть это радость, это веселье, Потому что этого и так это сейчас круто. мало. Да, этого, ну, я не могу сказать, что этого мало, все блогеры пытаются это сделать, но в основном у кого-то это не получается, все равно возникают какие-то скандалы. Это еще плюс, если ты состоишь в доме, то это, скорее всего, снимается какое-нибудь шоу, ты там что-нибудь скажешь, и потом это весь интернет обсуждает. Вот, но... Не знаю, я не привыкла на чем-то хайпиться и что-то там, какие-то скандалы закатывать. Это ни о чем. Это либо если это скандал, то он происходит в кругу тех людей, между которыми происходит скандал, но никак не выносится на камеру. Ну, тебя настоящую знают кто? Мои близкие друзья, да и в принципе все, с кем я общаюсь, они знают, какая я никогда... Если я с людьми общаюсь вот так, вот тет-а-тет, то я никогда не буду из себя строить какую-то там фифу непонятную, или я там какая-то звезда невозможная, нет. Все знают меня такой, какая я есть, и да, я смешная, да, я шучу тупо, но меня все знают, и я счастлива, что эти люди знают меня такой, какой я на самом деле есть. Хорошо, давай сейчас небольшой блиц. Сейчас или потом? Сейчас. Школа или работа? Работа. Новая песня или новый альбом? Альбом. Ты выбираешь ТикТок или Инстаграм? Инстаграм.
Сейчас, что для тебя самое важное? Семья. Что никогда не сможешь простить? Вранье. Кого уважаешь больше всех? Из окружения. Из окружения родителей. Что может заставить тебя заплакать? Все что угодно. Предательство, что-то... Короче, что-то плохое, что сказано было в мой адрес. Я не знаю, это сложно сказать, потому что эмоции, не приходят вот так. Это что-то должно произойти. Давай ты сейчас нашим зрителям, они смотрят, я уверена, что они тобой восхищаются и хотят приблизиться тоже к твоему пути. Что ты пожелаешь, вот как ты думаешь, подростку, 12-16 лет, который хочет также быть в творчестве, в шоу-бизнесе, что нужно сделать? Давай какой-нибудь реально не банальный совет, который поможет. В первую очередь напишите себе письмо через, то есть напишите, это Саша или там, не знаю, предположим, это Саша через 5 лет. Вот. Напишите письмо и поставьте себе цели, которые вы хотите достигнуть, и потом откроете через 5 лет и поймете, достигли вы их или нет. Что нужно для того, чтобы достичь свою цель? Это упорство, стремление и вот реально как бык. Идет напролом, ничего не вижу, вижу только цель, иду к ней. И все. То есть это творчество это такое пространство, в котором нету правил. И главное просто верить в первую очередь в себя. Да, это банально, но это действительно так. Нужно никого вообще не слушать, слушать себя и максимум близких людей, то есть родителей и очень-очень близких людей, которым вы доверяете. И идите вперед, поставьте себе цель и в первую очередь просто поймите, что вы хотите получить в результате. То есть вы хотите получить крутой имидж, вы хотите получить крутую музыку, либо же вы хотите стать всемирной звездой. Вы должны в первую очередь просто поставить себе четкую цель, к которой вы хотите идти и к которой вы в итоге должны прийти. А ты считаешь, что ты оказалась в нужное время, в нужном месте? Вот если бы на годик пораньше, мне кажется, было вообще все круто. Но на самом деле я счастлива, то, что все сложилось так, как сложилось. Потому что это моя жизнь, и ни у кого такой жизни нет. Не будет. У нас у каждого разная жизнь, и это круто. И если так сложилось, значит, так должно было. А кем восхищаешься, допустим, из сферы шоу-бизнеса, певцы, актеры? Кто тебя мотивирует больше всего? Я не стараюсь на кого-то ориентироваться. А мотивацию где получаешь? Да нигде, из себя черпаю. Я не знаю, то есть я не могу сказать, что у меня есть какие-то кумиры, которые вот прям сплю и вижу. Нет, я стараюсь ориентироваться сама на себя. То есть у меня есть путь, я по нему иду, я развиваюсь, но я не хочу брать с кого-то пример. Мы сами строим свою жизнь, и не нужно ориентироваться на кого-то, потому что ты делаешься каким-то, дубликатом того же самого человека. Но это не очень. Все копируют Ариану Гранде, а смысл ее копировать? Сделайте лучше. Да, вот и свое. все. Да. Ты сейчас можешь сама себя обеспечить полностью жизнь? Могу. Главный твой источник дохода – это, наверное, блог? Конечно. Это блог, Instagram? Это музыка, это дистрибьюция. Вот. Ты сейчас в продюсерском центре? Нет. Ты сейчас полностью сама по себе получаешь? Я нахожусь под музыкальным лейблом «Клевер». Мы там выпускаем музыку, и вот, я получаю какую-то маленькую денежку с дистрибьюции своих треков. Стала бы ты дружить со своим двойником? Да, мне было это интересно. А если бы ты поймал золотую рыбку, то какие бы 3 желания ты загадала? Чтобы родители почаще улыбались, чтобы все люди, которые меня окружают, были счастливы, и, скорее всего, здоровье, и, возможно, это долгая жизнь. На что тебе не хватает смелости? Мне, в принципе, не хватает смелости в своей жизни, но, скорее всего, это признаться человеку в чувствах. На каком боку ты чаще всего спишь ночью? На левом.
Есть ли у тебя домашнее животное? Да, есть собачка, Джастин. А чем она похожа на тебя? Она такая же увертливая и такая хорошенькая, как и я. Кто для тебя самый большой авторитет в жизни? Родители. Если бы ты была невидимкой, куда бы ты отправилась? Отправилась бы в Англию. Если бы у тебя была возможность выбрать суперспособность, что бы это было? Прочтение мыслей людей. Какой сон у тебя сбылся? Сбылся когда-то давно, когда я хотела выступить в Кремле, и он сбылся. Любимое твое время суток? Ночь. Почему? Это все самое яркое происходит ночью. Какой комплимент в адрес ты запомнила на всю жизнь? У тебя такая невероятно блестящая улыбка. Кто тебе так сказал? Маленький ребеночек. Он сказал так, я думаю, блестящая улыбка. Надо будет запомнить. Кто нами управляет? Нами управляет точно не разум, скажу так. В каком кино ты бы хотела сыграть главную роль? В боевике хочу сняться в главной роли. Ждите меня. Самое безопасное место для тебя? Самое безопасное? Пентагон? Нет, дом. Скорее всего, дом, да. У тебя есть 6 месяцев на кругосветное путешествие. Какие страны ты посетишь? Сейчас, как называется-то? Как называется? Давай ассоциация. Сингапур. Вот. Сингапур, скорее всего, Италия, Южная Америка, Китай, Япония и, возможно, Великобритания тоже так заеду. Что ты делала на карантине? Занималась, у меня была учеба и творила. Я пыталась написать альбом, и он почти готов, но надо еще доработать. Какие песни ты поешь в душе? В душе? Это, скорее всего, сейчас, на данный момент, это новогодние песенки, типа Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle Bells Rock. Кто научил тебя петь? Кто научил меня петь? Телевизор, потому что я смотрела много разных вообще каких-то шоу, на которых выступали рок-группы, как AC/DC, Rammstein, Green Day, и я любила это, поэтому пошла в музыкальную школу, играла на гитаре, а потом еще и петь захотела, поэтому, ориентировалась в основном всегда на Ариану Гранде и Риану, скорее всего. Твой любимый город? Лондон. Почему? Я чувствую в нем себя уверенной, нежели в Москве. В чем ты разбираешься лучше всего? Музыка. Кем ты себя видишь в будущем? Большим артистом, хорошей мамой и просто нормальным человеком. Какое приложение ты открываешь утром? Инстаграм. Раз, два, три. Уведу твоего парня, будто я военкомат. Не-не-не, вы что? Твой парень не очень. Не уведу твоего парня, он мне даром не нужен. Всех этих рэперов трушных, дающих вообще не нужных. Я влетаю в этот клуб и забираю все, что нужно мне. И половину пар не поняли, это даже не дружба. Спасибо тебе большое. Мне реально было тебя очень интересно послушать. Много всего нового узнала. Ты мне открылась даже с другой стороны. Я тебе выражаю благодарность за искренность и за то, что мне было приятно с тобой беседовать. Мне было тоже очень приятно побеседовать с тобой. Спасибо, что пригласила. И я желаю тебе удачи в будущем, и чтобы ты развивалась в том направлении, в котором ты хочешь. И люблю. Всего взаимного тебе. Ставьте лайк этому шоу. Вообще круто, классно, и желаю удачи и развития этому шоу. Это очень круто. Возможно, такая открытость и смелость в общении не укладывается в традиции нашей культуры. Старшее поколение вообще не привыкло слышать правду. Мы другие. Так что прямо сейчас нужно менять это. Мы открываем новое, честное и бесстрашное общение. Хочешь увидеть еще больше моих интервью? Тогда подписывайся и следи за новыми гостями.